Афера с ВТО. История лжи и двойных стандартов. Декларируемые цели каждой международной торговой организации вполне благие. Борьба с бедностью, либерализация, упрощение расчетов. Однако за красивой оберткой часто скрываются корыстные намерения, когда вновь созданное сообщество призвано обеспечивать интересы крупных игроков, а остальные должны быть лишь инструментом для их еще большего обогащения. Одна из таких – Всемирная торговая организация, сокращенно ВТО. Под нынешним названием интеграционное сообщество появилось 1 января 1995 года. Именно в этот день ВТО было юридически оформлено как организация, призванная регулировать торговые отношения между ее членами. Главный офис расположен в Швейцарии, в Женеве. На сегодняшний день здесь работают более 600 сотрудников. Однако у ВТО есть предшественник – Генеральное соглашение по торговым тарифам, сокращенно ГАТТ. Его основной целью было снижение таможенных пошлин, которые устанавливает каждое государство, чтобы оградить собственных производителей от внешних конкурентов. ГАТТ не являлась юридической организацией в полном смысле. Тем не менее, с помощью этого соглашения удавалось постепенно снижать таможенные пошлины, которые за почти полвека в среднем в мире уменьшились в 10 раз, с 40 до 4%. То есть на момент создания ВТО у мирового сообщества и в первую очередь у США и Великобритании, которые были главными инициаторами сего действия, был накоплен колоссальный опыт по регулированию тарифов. Сегодня в ВТО входят 164 члена, 160 государств, признанных ООН, Европейский Союз, а также Тайвань, Гонконг и Макао. Остальные страны или являются наблюдателями, или никак не относятся к этой организации. Декларируемые цели ВТО. Первое. Равные права. Режим наибольшего благоприятствования в торговле всеми и для всех. Второе. Взаимность. Уступки в торговле между двумя государствами для одного из них переносятся и на другое. Третье. Прозрачность. Член ВТО обязан предоставлять торговую информацию другим государствам-участникам. Есть и другие принципы. Возможность устанавливать в определенных обстоятельствах защитные клапана, торговые ограничения, требования компенсаций и так далее. То есть, на первый взгляд, если не вникать в суть, то ничего страшного в членстве в ВТО нет. Однако все не так просто, как кажется. Одинаковые условия в торговле хороши в случае, если оба ее участника изначально находятся в равных условиях. А что мы видим в ВТО? Члены этой организации совершенно разные по уровню развития. С одной стороны мы видим США, Великобританию, Германию и другие страны Запада, а с другой – беднейшие страны, такие как Чад, Гамбию, Руанду или Анголу. У первых есть все. Деньги, технологии, лучшие специалисты, опыт в мировой торговле. У вторых – нищета, малообразованное население и технологическая отсталость. А теперь представим ситуацию, что, например, Ангола построила автомобильный завод. Однако по правилам ВТО она обязана не препятствовать продажам в собственную страну продукции из других государств. Не состоя в этой организации, она могла бы ввести протекционистские меры, повысить пошлины и ограничить ввоз экспортных авто в свою страну. Но из-за членства сделать этого не может. А теперь вопрос. Смогут ли конкурировать с международными корпорациями местные производители? Конечно же нет. И поэтому здравое желание местного правительства по преодолению технологической отсталости своей страны будет на корню зарублено мировыми корпорациями, а предприятия попросту обанкротятся. Таким образом, снижение тарифов выгодно в первую очередь богатым, развитым государствам, которые благодаря такой политике получают новые рынки сбыта, зарабатывая еще больше. Бедные же страны
просто становится источником дополнительной прибыли для Запада и транснациональных корпораций. То есть действует известный принцип «деньги к деньгам». И где здесь равенство? Россия долго торговалась с Всемирной организацией по вопросу вступления, настойчиво отстаивая свои права. И в конце концов стороны пришли к соглашению. В перспективе наша страна видела массу положительных дивидендов в виде: первое – улучшение условий доступа к международным рынкам для экспортных товаров. Второе – справедливого решения споров при помощи отработанных международных механизмов. Третье – улучшение инвестиционного климата. Четвертое – получение доступа к технологиям, в первую очередь в банковской сфере. И вот свершилось. В 2012 году мы стали полноценным членом этой организации. Перед нами замаячили, как казалось, большие возможности. Вот что получила Москва в первые годы своего членства в ВТО. Россия стала пользоваться возможностью подавать иски в международные суды против других стран. Но далеко не всегда с решениями в нашу пользу. Против России был отменен ряд протекционистских мер. Например, архаичная и практически ни на что не влияющая поправка Джексона-Веника. Вырос экспорт машин и оборудования. Правда, в основном за счет жесткого отстаивания своих интересов и выбитого льготного периода. Пожалуй, это все. Дальше хуже. Уже в первый год после членства Россия стала более импортозависимой. Снижение пошлин на большинство товаров открыло для них двери в нашу страну, что привело к снижению экспорта и увеличению импорта. Зато теперь мы активно занимаемся импортозамещением. Особенно пострадали сельское хозяйство, легкая и обрабатывающая промышленность, которые не в состоянии были конкурировать с международными поставщиками. Не получила Россия доступа к большинству передовых технологий. Затем был 2014 год. Крым и Донбасс. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Против нас США и их сателлиты стали вводить санкции. Как оказалось, еще со времен ГАТТ в соглашении для США была прописана поправка, в соответствии с которой заокеанский гегемон может вводить торговые ограничения против стран по соображениям национальной безопасности. Интересно, что США пользовались ей и ранее. Если бы наша сторона внимательнее изучала историю, то увидела, что американцы вводили под этим предлогом санкции против Кубы, которая якобы угрожала безопасности своего могущественного соседа. Естественно, что против России США воспользовались этим положением в полной мере. Оказалось, то, ради чего мы вступали в ВТО для улучшения экспортных возможностей, мы не получили. Санкции свели на нет многолетние переговоры. С 2022 года ограничения для Российской Федерации стали еще более жесткими. Из сказанного можно сделать неутешительный вывод. ВТО – это одна из крупнейших афер современного мира. За красивыми фразами о равенстве и о повышении благосостояния скрываются корыстные интересы по увеличению прибыли богатыми странами. В первую очередь США по расширению их влияния. Причем не только в экономике, но и политике. Ведь при помощи различных поправок или просто вседозволенности с вступающей в организацию страны можно выбить сначала уступки, а потом под благовидным предлогом ввести санкции и оказать давление на ее поведение на международной арене. С Россией это не прошло, но слабые зависимые страны обычно становятся гораздо более послушными во внешней политике. Задолго до появления ВТО ГАТТ определяла условия европейской торговли, формально не являясь международной организацией, что впоследствии привело к созданию глобального торгового механизма, поддерживающего влияние доллара и финансовую гегемонию США. Аналогичным образом сегодня развивается БРИКС, официально не являясь международной организацией, однако уже определяющий контуры будущего мировых торговых рынков
без американского доллара. Но об этом поговорим в следующий раз. Спасибо за просмотр. Если вам понравился материал, поддержите нас. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.